Всем большой привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой сладкий канал Lydia Sweets. Хочу с вами сегодня приготовить очень вкусную национальную азербайджанскую пахлаву. Она готовится очень легко и просто. На вид она просто потрясающая и безумно вкусная. Уверена, что вы будете просто в полном восторге. Обязательно сохраняйте рецепт и давайте начнем приготовление. Для приготовления нам понадобится 300 граммов грецких орехов. Для начала измельчаем их в блендере до не слишком мелкой крошки. Слишком долго измельчать ее не нужно, иначе грецкие орехи будут выделять масло. Достаточно примерно до вот такой текстуры. В отдельной глубокой миске взобьем 3 белка. Взбиваем до пышной пенки, добавляем чуть-чуть щепотки соли и затем добавляем 200 граммов сахарного песка. Взбиваем примерно 10-15 минут до устойчивых пиков. Масса должна увеличиться в объеме, стать светлой и пышной. Затем добавляем измельченные грецкие орехи и смешиваем все до однородности. У нас уже начинка готова. И теперь нам осталось только приготовить тесто. Пока начинка у нас будет отдыхать в холодильнике, она вот такая должна получиться однородная. И для теста нам нужно будет взять глубокую широкую емкость, чтобы нам было удобнее работать. И просеиваем 350 граммов пшеничной муки, у меня высшего сорта. Затем добавляем 1 пакетик разрыхлитель, либо 12 граммов. И все хорошо смешиваем. Также добавляем 150 граммов сливочного масла, у меня охлажденный, я его нарезала на кусочки. Можете также натереть его на терке, чтобы вам было удобнее. И все измельчаем в нежную крошку. Долго измельчать не нужно, чтобы масло не стало таять. Готовность можно проверить таким способом, когда сжимаете в руках, собирается в комочек, и легким нажатием руки она рассыпается. Затем добавляем 150 граммов сметану, у меня жирности 30%, можете взять и чуть меньше жирностью. И 2 желтка. На этом этапе замешиваем тесто. Долго его вымешивать не нужно, достаточно просто его собрать в один комочек. Тесто будет немножко неровной поверхности, это вполне нормально для такого теста. И убираем его в пакетик в холодильник отдохнуть буквально на 30-40 минут. Спустя время тесто уже немного отдохнуло, и сейчас приступаем к приготовлению пахлавы. Посмотрите, как тесто выглядит. Сейчас мы его делим на 3 неравные части. 2 части у нас должны быть побольше и 1 поменьше. То, что поменьше, у нас пойдет в центр пахлавы, так она будет нежнее, а верхний и нижний кож должны быть немножко потолще, чтобы они держали каркас. Итак, на пергаментной бумаге сейчас раскатываем каждый кусочек теста. Я его также подгоняю под размеры своей формы. У меня 23 см на 30. Удобнее всего раскатывать тесто на пергаментной бумаге, так как тесто очень нежное, и иначе оно будет прилипать, если вы будете делать без нее. Выкладываем на дно формы, выкладываем начинку. Визуально я ее поделила на 3 части и разравниваем лопаточкой. Затем раскатала второй кусочек теста и также выкладываем поверх начинки, аккуратно все подравниваем. При необходимости вы можете немного обрезать язычки пергаментной бумаги, чтобы вам так было легче выкладывать тесто и оно не цеплялось за края. И также я раскатала последний кусочек теста, такой тонкий пласт, он у меня более длинный. Я его беру немножко с нахлестом, чтобы покрыть полностью всю пахлаву, и начинка в дальнейшем не выглядывала. Подравниваем все аккуратно с помощью силиконизированной лопатки, так это делать легче всего. Прекрасно подгибаются края, и вид пахлавы уже приобретается более аккуратный. Сейчас смазываем смесью из желтка и молока. Я добавила молоко 1 чайную ложку и 1 желток. Смазываем все деликатно и аккуратно. И делать будем сейчас характерные узоры для пахлавы. Берем для этого хорошо заточенный нож и делаем вот такие вертикальные сперва линии, а затем будем делать поперечные. У нас должны получиться аккуратные ромбики. Очень важно в этом случае не задевать дно, прям самый крайний пласт теста, чтобы у вас не вытекала начинка. Нужно прорезать только 2 верхних слоя. И вот такие аккуратные ромбики получаются. И осталось только украсить сверху половинками грецкого ореха, либо пекана, как в моем случае. Пекан тоже очень вкусный, очень нежный при выпекании, поэтому я вам тоже рекомендую с ним обязательно попробовать. И отправляю сейчас выпекаться в духовку при 180 градусов примерно 20-25 минут, после вынимаем из духовки.
Спустя время достаем снова пахлаву из духовки и проходимся ножом снова по швам. На данном этапе я также растопила 50 граммов сливочного масла. Сейчас нужно будет пройтись по швам. Так у нас пахлава будет более нежной, сочной и очень вкусной. Промасливаем все аккуратно и затем снова отправляем в духовку выпекаться при 180 еще на 20-25 минут. Выпекаем до готовности. Итак, пахлава у нас готова. Посмотрите, какая она уже красивая получилась. Пекан прекрасно поджарился. Аккуратно смазываем ее 2-3 столовыми ложками домашнего меда. Все, снова делаем надрезы, разрезаем пахлаву, выкладываем на сервировочную тарелку и можно подавать на стол. Получается невероятно нежная, очень вкусная, безумно ароматная пахлава. Обязательно пользуйтесь этим рецептом, сохраняйте его в себе в копилочку и пишите в комментариях. До новых встреч на моем канале Лидия Sweets. Пока-пока, друзья!